Друзья, мы находимся с вами в сафари-парке. И вот эта собака, которая первый кадр, она охраняет не знаю что. Заинтересованно на нас смотрит. Ну да, может бросит что-нибудь. В вольере у нас обитают пума и лайка. Как мы видим, они неплохо сосуществуют вместе и даже где-то, наверное, дружат. По крайней мере, веселый собачий нрав не дает покоя пуме. И мы видим, но играет он осторожно, видимо, понимая, что это достойный противник. И, в общем-то, не очень допекает, но в результате своего веселого нрава он все-таки возвращается к пуме, чтобы поиграть с ней. Не знаю, будет ли он ее добычей. Время покажет. Итак, перед нами львы. Человек всегда почитал льва и наделял его самыми лучшими человеческими качествами: благородством, храбростью, верностью и мощью непобедимого бойца. А древние египтяне сделали льва эмблемой. Молодец, кувыркается, вот умничка. Хоть что-то делает. Львы отличаются от остальных кошек тем, что живут прайдами, так называемыми. В обычный прайд входят 2-3 самца, несколько львиц, детенышами и вожак. Львиный предводитель не всегда самый крупный или самый сильный в прайде, но остальные самцы признают его, а он, в свою очередь, терпит их присутствие. Численность прайда колеблется от 4-5 членов до 30-40. Бывали случаи, когда львы становились людоедами. Так, в начале века 2 льва утащили и съели 28 рабочих со строительства железной дороги Мамбаса-Найроби. После этого их подстерег и застрелил инженер, руководивший строительством. Некоторые зоологи сомневаются в хвалебном благородстве льва, ведь львы часто посылают на охоту самок, а потом объедаются добытой ими пищей. Это, однако, можно объяснить тем, что лев из-за своей гривы очень приметен и может легко спугнуть добычу. Поэтому за добычей львы посылают менее заметных самок. Состарившихся и больных львов прайд не защищает, а наоборот изгоняет. Одряхлевший лев, тощий и слабый, часто становится добычей гиен. Бесславный конец для владыки зверей. Да. И ждут. Мы вам показали, ну что дальше? Где мясо? Где мясо? Да. А мясо, к сожалению, мы не предусмотрели. А вот и мясо для львов. Пасется, пока мирно жует травку и не знает своей участи. Детей без присмотра не оставляйте. Ну, есть у нас вот Шархан, это местный котенок, который здесь родился, ему год и 2. У него отец Амур, а мать Уссури. Уссури у нас отдельно сидит, потому что ей еще не построен вольер. Это очень больших вложений надо, такой вольер построить. Вот. Деньги накопим, построим вольер. А и он подумал, что ребенок. Да, мы для него. Звуки, да, правильно? Группа, пройдите все сюда. Давай. Горгонёк. Олень, добрый день. Кланяйся, покланяйся. Ну давай. Я ж тебе кланяюсь, что такой гордый? Огонёша. Хищные. Да. Разговаривать. Ну поговори еще. Мур. Кися. Шархан. Кися. Кися. Около Дима.
Леопард – воплощение гибкости, изящества и скрытности. Благодаря пятнистой желтой шкуре животное совершенно сливается с травой или древесными ветками. Его очень трудно заметить. Иногда его, правда, выдает только свисающий с дерева хвост. Да и его можно спутать с лианой. По силе леопард, конечно, уступает тигру и льву, да и в беге ему далеко до быстроногого гепарда. Но никто не умеет так бесшумно и ловко подкрадываться к жертве, как это делает леопард. Это самая хитрая из всех кошек. Леопард может часами валяться на солнцепёке, прикинувшись мертвым. Только этот хитрец может биться в корчах, стонать и изображать умирающего, подманивая к себе неопытных оленей и верблюдов. Он нападает на них с очень близкого расстояния. Как правило, делает огромный прыжок и падает жертве на спину, кусает в загривок и валит на землю. Добычу он утаскивает в укрытие или же забирается с ней на дерево, где ему никто не помешает. Если крупная дичь долго не попадается, то леопард прекрасно обходится мышами, павианами, страусами и даже иногда нападает на крокодилов. В Заире один единственный леопард однажды перебил целую группу горных горилл. Иногда у леопардов появляется вкус к человеческому мясу. В Индии один леопард за 8 лет убил 125 человек. Другой убил около 400 человек в 77 горных деревушках и наводил по ночам ужас на местное население, пока не был застрелен. Если львы не любят холода, а тигры изнывают от жары, то леопарды прекрасно себя чувствуют и при температуре ниже нуля, и в палящем зное пустыни. Северные народы не только одомашнили дикого оленя, но и очеловечили его. Я вам расскажу начало одной из легенд. Старик со старухой жили, было у них 3 дочери. Девушки выросли, невестами стали. И вот приехали в дом старика однажды 3 жениха. Тюлень, ворон и дикий олень. Пятнистого оленя, зюбра и морала. Самые ценные считаются понты именно у пятнистого оленя. Почему? Потому что он съедает около 1500 трав в дикой природе. 270 видов трав, из них лечебные, допустим, как женьшень, лимонник, калина и так далее. Вот из-за этих понтов пятнистого оленя истребили и в 1973 году занесли в Красную книгу. В некоторых регионах, конечно, отстрел разрешается, где его популяция растет. Пока сидит, построим парк другой, то есть побольше, вот здесь. Уже копаны специальные столбы, и он будет там летать. Это орла. У нас водятся белохвостые. Для плаванию, лапы перепончатые, об ушах клапана, шерсть только сверху намокает, под шерстик не можно. Ныряет на задержке дыхания, дыхание задержит до 2 минут. Она получается, у выдры считается как самый ноский мех, поэтому она находится на грани исчезновения. Но в некоторых местах она редкость. Также здесь у нас гуляет барсук, зовут ее Катя. Барсуки — это норные звери. Нора барсука — это целый подземный город. И даже делаются специальные вентиляционные отверстия. Около 50 входов и выходов бывает в одну нору. А что боитесь? Я ведь уже весь день сюда хожу, как бы нормально еще. Еще никого не съели. Ну, вас, может, и не тронут. Вы с собой. Да. Они, вон, видите, тоже целые. Они с ними вообще везде находятся здесь. Оставайся. Ну и в парке находятся 2 гималайских медведя. Гималайские подросшие. Им где-то будет по месяца по 2, пока она проснется. Нашим медведям возраст около года. Ну, плюс-минус. Точно сказать не можем. Матерей их убили, скорее всего. Здесь, в этом парке, будут находиться еще где-то примерно полгода. Потом будем их отдавать по паркам, по зоопаркам. Нет условий на содержание взрослых медведей, поэтому мы начинаем их отдавать. Когти видите спячку, то есть здесь они не спят, потому что их должна учить мать.
ложиться. Но все равно природа свое берет, и они вес набирают. Давайте сюда подойдем, мы фокус посмотрим. Вот здесь находится это самцы, а здесь находятся самки. Это красные желтые, потому что, как у всех псов, у них в феврале брачный период. Ну, брачный период в феврале, по истечении 60 дней самка приносит своих детей. Если какие-то ко мне вопросы остались по этому парку, можете спрашивать. Мы сейчас пойдем в парк птиц. В этом парке наша экскурсия уже подошла к концу. И сейчас пойдем посмотрим птичек.